снова здравствуйте, дорогие наши зрители. Канал Masters of Body вас приветствует. И как всегда с вами Андрей, Константин, Дмитрий Журавель. И сегодня с нами Настя. Настя победительница нашего конкурса на лучшую тему для нашего ролика. И вот сегодня она получает свой главный приз – персональную тренировку вместе с нами. И по желанию нашей победительницы сегодня мы прокачаем ее спину. Настя молодая мама, всего 1,5 года, как она стала мамой. И как у многих женщин после беременности, естественно, наблюдались проблемы в спинном отделе. Да, Настя? Да. И сегодня мы покажем ей ряд упражнений, как сделать эту спину крепче, как сделать здоровым позвоночник и просто эстетично прокачать все женские прелести спины, детали, чтобы это было красиво и к лету, и к пляжу, и для здоровья тоже. Итак, поехали! И как всегда предоставил любезно свой прекрасный спортзал клуб Orange. Друзья, перед началом тренировки проведем небольшую диагностику, осмотр спины вашего подопечного. Для начала смотрим положение плечевой оси. Как видно, правое плечо слегка ниже левого. Это, в принципе, можно назвать сколиотической осанкой, у большинства людей наблюдается. Дальше посмотрим, как посажены плечи. Настя, немножко боком. Значит, смотрим. Плечи сильно вперед не посажены, разворот нормальный, то есть ключичный отдел перегружаться не будет. Большинство доступных упражнений будут нам под силу. Теперь еще небольшой прогиб вперед, ровная спина. Можем наблюдать на небольшую диспропорцию разгибателей спины. Правая часть немного выступает, левая немножко отстает. То же самое, не смертельно, не критично, но после упражнений, которые дают нагрузку на разгибатели спины, на столбы, мы рекомендуем в таких случаях делать небольшой стретчинг, особенно в конце тренировки, либо после каждого подхода, допустим, таких упражнений, как экстензии, мертвые или становые тяги, и немного тянуться, чтобы расслабить фасции прикрепления, особенно в верхней части этой мышцы. Также рекомендуем время от времени, к примеру, раз в 3 или в 4 недели показываться реабилитологу, потому что спазмы будут возникать и без того в спазмированных мышцах. И чтобы эта диспропорция не увеличивалась, реабилитолог, массажист, неважно кто там это будет, специалист такого рода, должен эти спазмы находить, снимать для восстановления кровообращения. После того, как мы провели такой легкий осмотр, диагностику, можно приступать к кардиоразминке, то есть к началу тренировки. Тренировку мы начинаем с кардиоразминки, в данный момент с беговой дорожки. Значит, в качестве кардиоразминки мы используем ходьбу, но не просто ходьбу, а ходьбу с углом наклона. После кардиоразминки мы начинаем суставную разминку. Разомнем основные суставы, плечевые, локтевые и, конечно же, поясницу. Первое упражнение в сегодняшней программе для укрепления поясничного отдела – это гиперэкстензия. Первый подход выполняем 10-15 повторений без веса. Второй подход можно взять небольшой вес, например, блин 5 кг, и также 10-12 повторений, если, конечно, это вам под силу. Внизу вдох, вверху выдох. В этом упражнении вы можете наблюдать тот небольшой перекос в поясничном отделе, о котором ранее говорил. Поэтому, выполнив 3 подхода, мы перейдем к другому снаряду и слегка подтянем закачанные мышцы. Теперь, после того, как мы выполнили 3 подхода гиперэкстензии, выбираем шведскую стенку, либо вот такой комбинированный станок, неважно, где есть упоры хорошие, и пытаемся растянуть поясничный отдел.
Можно это делать синхронно, симметрично, можно асимметрично, правую и левую сторону. Вторым упражнением в нашей программе будет мертвая тяга. Так как у Насти гиперэкстензия получается хорошо, можно сделать это более сложное упражнение. Здесь и спина включается в полной мере, поясничный отдел. В нижней точке амплитуды хорошо задействуются ягодичные. Если хорошо сводить лопатки, также закачивается грудной отдел. Илюха, покажи лопатки. Плюс это упражнение очень энергозатратное. Каждой девушке будет кстати для сжигания большого количества калорий. В суперсете с мертвой тягой мы делаем упражнение пулловер. Таким образом, разгружаем спину, предварительно утомленную, хорошо дышим и, конечно же, тянемся. Плюс отдыхают кисти рук. Обратите внимание, здесь мы выбрали именно такую технику, то есть полностью корпус лежит на скамье. Это максимально удобно простому человеку, а не продвинутому спортсмену. Максимально, как вы видите, растягиваются межреберные мышцы, даже мышцы брюшного пресса. И это безопасно для плечевого сустава. Плюс, как показывает наш скромный опыт, большинству людей именно такая техника является очень комфортной. Следующее упражнение – вертикальная тяга. Так как у нашей подопечной Насти плечи нормальной ширины, то есть мы используем широкую перекладину, хват чуть шире среднего и небольшой рабочий вес. В данном упражнении, в данной технике мы акцентируем внимание на сведении лопаток. Это необходимо для закачивания грудного отдела позвоночника, а не только накачки широчайших мышц. Так как у большинства женщин, в том числе и у молодых мам, протрузии, грыжи после родовом этапе начинаются и в грудном отделе тоже, не только в поясничном. Поэтому цель не просто накачать мышцы спины, а сделать здоровый позвоночник. Вверх растягиваем лопатки, глубокий вдох, внизу сводим лопатки, мощный выдох. Следующее упражнение нашей сегодняшней тренировки – тяга гантелей одной рукой в наклоне, в упоре. Упор обеспечивает безопасность поясничного отдела и большую амплитуду, нежели в других упражнениях, что для красивой спины женской очень важно. Внимательно следим за амплитудой путем доворачивания локтя за спину и сведением лопатки, также закачивая грудной отдел позвоночника. Опорная нога правая всегда согнута слегка в колене, поясница прогнутая и ровная. Глубокий выдох и вдох. Это упражнение, как и два предыдущих, выполняем в 3-4 подходов по 12-15 повторений. Выполнив предыдущий комплекс упражнений, можно закончить подъемом гантелей в стороны в наклоне. Задняя дельта после предыдущих тяг и тяги гантелей отдельно в наклоне и вертикальной достаточно утомлена. Эта мышца позволит вам сформировать красивые округлые плечи, что для женской фигуры тоже немаловажно. Также мы продолжаем закачивать верхний массив спины, что необходимо для здоровья вашего позвоночника. И именно в этом упражнении вы можете отдышаться. Оно односуставное, легкое, своего рода. Делаем завершение основного тренировочного комплекса. И заканчиваем сегодняшнюю тренировку, конечно же, легким стретчингом и растяжкой спины. Все движения стараемся делать максимально плавно и медленно.
Такой незначительный комплекс поможет вам восстановить дыхание, давление, пульс, слегка потянуть поясничный отдел, дабы избежать в дальнейшем застоев, придать эластичности и функциональных возможностей вашей спине. Также хорошо растянутый поясничный отдел поможет в дальнейшем избегать нежелательных бытовых травм. Итак, как тебе, Настя, сегодняшняя тренировка? Как для победительницы нашего конкурса? Мне очень понравилось, потому что для меня важно тренироваться качественно, так как я тренируюсь дома. А тренировка с тренером в зале – это намного качественнее. Я прочувствовала те мышцы, которые не дорабатываю дома. Спасибо за комментарий. Спасибо. Мы рады, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, присылайте свои вопросы, задавайте, обсуждайте интересующие вас темы, а мы постараемся все это учесть в наших будущих выпусках. Нажимайте колокольчик. С вами были, как всегда, Masters of Body. Пока!